Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. И мы продолжаем готовиться к Пасхе. Но прежде чем перейти к видеоуроку, я хочу объявить очередной конкурс-розыгрыш. Условия для того, чтобы стать участником, практически не поменяются. Вы должны быть подписаны на YouTube и телеграм-канал, активно оставлять свои лайки и комментарии. Но в этот раз я попрошу вас оставлять свои комментарии какого рода. Я хочу узнать, что вам интересно, какие техники вы бы хотели больше видеть или чаще видеть, или вообще увидеть на канале, да, в мастер-классах. Кракелюр, золочение, состаривание, там, применение структурных паст, трафаретов. Что вам интересно? Пишите, пожалуйста, именно эти комментарии под этим видео. Это намного облегчит мне труд, и я буду знать, какие мастер-классы для вас готовить. Потом, на каких материалах вы бы хотели больше поработать. Это дерево, пластик, стекло. В общем, все, что связано с декупажем, пожалуйста, я жду ваших комментариев под этим видео. Победителей будет 3 человека. Самые активные комментаторы получат по 10 великолепных декупажных карт, которые будут связаны с весной и цветами. Я желаю вам всем удачи. Ну а теперь переходим к мастер-классу. Сегодня я предлагаю на мастер-классе задекорировать яйцо из пенопласта и сделать тем самым красивый аксессуар для украшения своего дома или для подарка. Чтобы задекорировать это пенопластовое яйцо, сначала нужно пройтись по поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. Для этого я буду использовать наждачную губку, но вы, конечно, можете использовать то, что есть у вас дома в наличии. Активно тереть не надо, легко, просто чтобы выровнять немного вот эту пористую поверхность. После того, как вы проработали наждачной бумагой поверхность, необходимо нанести грунт. Грунт я буду использовать универсальный. Для того, чтобы его нанести, буду использовать губку. Вы работаете как вам удобно, как вы привыкли, можно кисточкой. Но на этой поверхности лучше все-таки использовать губку. Сейчас я высушу и покрою еще раз грунтом. Так, грунт у меня хорошо высох, и, как обычно, в первую очередь я клею декупажную карту. Вот такую симпатичную выбрала сегодня для украшения. Вырезала уже то, что мне необходимо. Наношу клей, как обычно. Так, все оставляю высыхать. Карта у меня высохла, я покрыла первым защитным слоем лака, и сейчас я покрою всю поверхность акриловой краской. Для этого я взяла желтый и буду немного добавлять белого. Обязательно акрил тоже, если он у вас густой, уже краска постояла, немного добавляйте воды, сильно густая краска вам не нужна. И кисточка тоже обязательно должна быть влажной. Поэтому позаботьтесь об этом перед началом работы. Беру желтую, белую. Сейчас я буду смешивать и добиваться необходимого мне оттенка. Первым слоем я покрыла, сейчас хорошо высушу, покрою вторым слоем краски и добавлю, наверное, побольше белого цвета. Так, после того, как высох этот такой приятный желтый цвет, да, на поверхности, выровнялась поверхность еще дополнительно, я хочу сделать еще немного оттенка, руководствуясь цветами на картинке. Вы, естественно, подбираете тот, который больше подходит для вашей картинки. Прямо увлажненной губкой. Совсем немного нанесу и влажной салфеткой еще немножко буду себе помогать, чтобы не такой плотный он у меня был, чуть-чуть разбавлять его. Хорошо в этом случае неплохо использовать влажную салфетку. Где-то буду совсем убирать еле-еле, чтобы было где-то более интенсивно оставлять. И, естественно, немножко захожу на картинку.
Вот такой у меня получился на данном этапе вид. Вот. Такая интересная история. Сейчас я взяла совсем чуть-чуть, совсем капельку золотого цвета и таким же образом просто немножко дам блеска. Я просто еле-еле дотрагиваюсь к поверхности. У меня влажная губка. Чуть-чуть давлю, чуть-чуть растираю, чтобы не было таких явных грубых вкраплений, а просто добавить приятного и оттенка, и блеска. Более светлые оттенки делаю вокруг картинки, чтобы как бы подсвечивать ее, выделять. Вот так интенсивно растираю. Все, меня в принципе все устраивает. Я сейчас высушу хорошо и покрою всю поверхность лаком. Скорее всего, буду использовать глянцевый, пусть будет красивый глянец. Хочу красивого глянца. После того, как я покрыла яйцо лаком, оставляю его хорошо высыхать. В это время беру глину, хорошо разминаю с помощью скалки. Немного прокатываю. Беру любую форму круглую, сначала поменьше. Еще немного прокатываю. С помощью любого удобного вам инструмента будем делать имитацию разбитого яйца, да, вы понимаете, сверху и снизу. После того, как я вырезала приблизительно подходящую форму для меня, чуть-чуть еще совсем слегка прокатаю, где-то еще доформирую пальцами. В общем, если устраивает все, тогда, как обычно, с помощью строительного клея ПВА все это сейчас буду клеить к поверхности. Так, убираю лишний клей. Это оставляю высыхать и буду приступать к нижней части. Таким же образом, только с помощью более большого диаметра. Буду брать кольцо и делать таким же образом внизу. Так, прежде чем подклеить низ, я купила вот такую искусственную веточку вербы. И сейчас немножко украшу. У меня здесь на картинке она присутствует. И хочу чуть-чуть украсить еще дополнительно яйцо. Итак, после того, как глина хорошо высохла, напоминаю, в домашних условиях, пожалуйста, глину хорошо сушим, даем ей достаточно времени, чтобы она хорошо просохла. На следующий день желательно работать, да, уже с окрашиванием глины. Я беру золотую краску, акриловую, и наношу. Уже здесь, не знаю, видно вам нет, сделала предварительно, пока не высохла, сделала такую дырочку, она мне понадобится потом. Так, я работаю прямо с баночки. Вам так делать не надо, лучше выкладывать краску куда-то отдельно, там тарелочку или какую-то любую другую емкость, но в общем отдельно. В банку кисточкой постоянно не надо так делать, потому что если вы редко используете, краска быстро испортится. Краски дорогие, поэтому надо их беречь, аккуратно использовать. У меня быстро расходуется. Вы, если не так часто пользуетесь, то лучше красочку выкладывать. Это важно, запоминайте. Так, я покрыла золотой краской, хорошо ее высушила, покрыла сверху лаком. И сейчас, чтобы яйцо было не просто золотым, а очень золотым и нарядным, я буду использовать поталь в вате и дополнительно украшать поверхность яйца. Для этого я беру клей для золочения, кисточку,
здесь, где у меня золотая краска, наношу более интенсивно клей. Так, плотненько, хорошо. Если у вас нет потали в вате, нет вообще потали, вы можете просто нанести 2 раза акриловую краску, может быть даже 3, ну, какая у вас краска, не знаю, какая у нее плотность, и покрыть лаком, на этом остановиться, в принципе. Ну, вот как дополнительная история, чтобы более такой у нас был, опять повторюсь, да, более насыщенным, более нарядным декор, я буду использовать. Вот где у меня золотая краска, я хорошо прямо нанесла клей плотно, а по всей поверхности слегка буду наносить такой прямо кисточкой. Просто пройдусь, чтобы она не плотно здесь ложилась, а так совсем-совсем слегка. Хотя она очень цепкая, может быть и не слегка, но уже посмотрим. Все, и как обычно ждем на отлип. Все белесые моменты должны уйти с поверхности. И просто слегка клеится пальчик. Тогда вы готовы к дальнейшим работам поверхности. Клей хорошо высох, слегка липнет. Приступаю. Мои дорогие, подошел к завершению этот видеоурок. В результате получилось такое нарядное пасхальное яйцо. С легкостью можно украсить свой дом, да, с помощью такого декора. Можно с детьми делать подобного рода декор. Я думаю, это будет классно проведенное время в подготовке к такому великолепному празднику. Смотрите, я сделала, да, веревочку, его можно повесить куда-нибудь на какую-то композицию из веток или весенних цветов. Если вы хотите, чтобы яйцо у вас стояло где-нибудь в интерьере, тогда вы можете пройти по ссылке. Я уже делала декор пенопластового яйца к Пасхе. Будет ссылочка на это видео, и там я показывала, как сделать подставочку под такого рода яйцо. Поэтому, пожалуйста, выбирайте, что вам ближе. Мои дорогие, также напоминаю, что сегодня на канале Колыбель Искусства стартовал очередной конкурс-розыгрыш. В нем разыгрываются прекрасные декупажные карты с весенней тематикой. Для того, чтобы их выиграть, вы должны быть подписаны на канал Колыбель Искусства в Телеграме и Ютубе. Также активно оставлять свои комментарии и лайки. По поводу комментариев, моя личная просьба к вам всем. Пожалуйста, указывайте в комментарии под этим видео, какую технику вы бы хотели попробовать делать, что бы вы хотели еще новое увидеть в мастер-классах, какие мастер-классы, связанные с декупажем, вы бы хотели увидеть у меня на канале. Это очень поможет мне в создании интересного контента для вас и интересных мастер-классов, видеоуроков для того, чтобы вы научились чему-то новому, узнали для себя что-то новое. Поэтому будьте активны, оставляйте свои комментарии. И тогда удача будет на вашей стороне. Ну а на сегодня я буду с вами прощаться. До новых встреч. Всего вам доброго, мои дорогие. И давайте творить вместе.